До конца года осталось меньше 2 недель, и давайте откровенно, мы заканчиваем этот год на негативной ноте, ведь эффект исторически зеленого четвертого квартала умер на наших глазах. По факту это были худшие последние 3 месяца года за последние несколько лет. Да, подводить итоги еще рано, но на сегодняшний день биткоин, эфир и альты выступают худшими активами по доходности за 2025 год, в то время как первые позиции забирают серебро и золото. Помните, этот год начинался очень позитивно, чего только стоит победа Трампа на выборах и рекордный приток капитала в ETF. Крипторынку даже удалось восстановиться после тарифного удара весной, и биткоин пробил новый максимум. Но 2026 вероятно столкнется с совершенно новыми вызовами. И нам, как инвесторам, необходимо знать не только позитивные катализаторы, которых сейчас предостаточно, но и негативные. Черные лебеди были на крипторынке всегда, особенно в 2022 году, когда банкротились биржи и криптокомпании, а также в 2023 году, когда рынок столкнулся с регуляторным давлением SEC, что в моменте вызывало большие просадки. Так что сегодня мы с вами разберем исключительно темную сторону будущего цикла. Обсудим главные мифы и страхи, с которыми крипторынок заходит в Новый год. Мы поговорим о том, какие негативные нарративы могут доминировать на крипторынке в 2026 году, какие потенциальные черные лебеди способны напугать рынок и какие факторы реально могут сдерживать рост, даже если формально все будет выглядеть неплохо. Сразу обозначу, это видео будет только про потенциальный негатив. Здесь не будет розовых очков, но про позитив, зеленые драйверы роста и сценарий восстановления в 2026 году мы подробно поговорим уже в отдельном видео, где поставим на чашу весов все факторы за и против роста, чтобы сделать большой прогноз, и я озвучу самый вероятный сценарий движения рынка на следующий год. Поэтому, чтобы ролик вышел раньше, поставьте минимум 1000 лайков, а также обязательно подпишитесь на канал. Ведь, во-первых, так вы всегда будете в курсе актуальной информации на крипторынке, а во-вторых, давайте вместе пробьем 100 тысяч. Спасибо каждому из вас, кто подписывается, смотрит, лайкает и пишет комментарии. $10 за комментарий под прошлым видео забирает этот зритель, а вам я желаю приятного просмотра. Меня зовут Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Что ж, поскольку 25-й год приближается к концу, я прекрасно понимаю, что все готовятся к новогодним праздникам, собираются в отпуск, ну и в целом проводят больше времени с семьей. Поэтому новые видео на канале будут выходить реже. Тем не менее, я продолжаю оставаться 24/7 на связи в нашем Telegram, чтобы вы даже до и после новогодних праздников знали, что вообще происходит на рынке. В Telegram только актуальная, важная, краткая и понятная информация. Аналитика, отчеты, инсайды и сделки. Все в одном месте. И сегодня вы можете узнать, какие именно ключевые уровни может протестировать биткоин в ближайшее время. Так что подписывайтесь. А мы начнем с главного потенциального черного лебедя – макроэкономики. Ведь именно она остается фундаментальным барьером для крипторынка. По оценкам МВФ, глобальный рост экономики в 2026 году ожидается в районе 3%. При этом сами риски в их прогнозах смешаны в сторону замедления. Это означает, что мир входит в зону более вялого экономического роста, где инвесторы становятся осторожнее, а вот аппетит к риску снижается. Тем не менее, для крипты это критично, потому что крипторынок по своей природе остается высокорискованным сегментом и напрямую зависит от избытка ликвидности и уверенности инвесторов. Если посмотреть на США, как на ключевой источник глобальной ликвидности, то и здесь картина далеко не идеальная. Прогнозы ФРС указывают на умеренный рост ВВП в 2026 году и уровень безработицы выше текущих значений. Это не рецессия, но не та среда, в которой капитал агрессивно заходит в риск. Более того, инфляция, по заявлениям председателей ФРС, может застрять в диапазоне около 2,5%, что означает медленное и осторожное снижение ставок. Например, банк JP Morgan ожидает, что в 2026 году инфляция в США сначала ускорится к уровню 3,5-4%, это будет пик в середине года, а затем замедлится до уровня 2,3-2,5% к концу 2026 года. Для крипты это плохой сценарий, потому что рынок привык к быстрым и агрессивным смягчениям денежно-кредитной политики. Чем дольше инфляция будет оставаться высокой, тем ниже шансы на снижение ставок ФРС, которые, например, в январе составляют всего 22%. Но в данном случае все будет зависеть от актуальных отчетов, ведь снижение ИПЦ несколько месяцев подряд, а также рост безработицы, которая сейчас пробивает уровни 2021 года, резко развернут вероятность снижения ставки. Собственно говоря, как это и было в декабре. Отдельный негативный фактор – долговая нагрузка США. Уже сейчас расходы на обслуживание госдолга приближаются к $1 триллиону в год, и в 2026 году эта цифра может стать новой мерой. Это усиливает давление на бюджет, повышает чувствительность рынка к доходностям облигаций и делает облигации более конкурентоспособными по отношению к рискованным активам. В такой среде часть капитала будет уходить не в крипту, а в относительно безрисковые инструменты с высокой доходностью. Такой сценарий возможен только при условии сохранения высоких ставок ФРС, которые на фоне проблем с рынком труда потенциально будут снижаться, тем самым спрос на облигации будет меньше. Также из макроэкономики политика ЦБ Японии выступает опасным макрофактором для биткоина. Япония десятилетиями была источником самых дешевых денег в мире, и именно через иену финансировались carry-trade и рискованные активы, включая крипту. Сейчас ситуация меняется. Ставка в Японии уже поднялась с нуля к уровням около 0,75%, и по прогнозам она может дойти до 1% в 2026 году, что является максимальным уровнем почти за 30 лет. Для глобальных рынков это серьезная проблема. Инфляция в Японии, по оценкам в 2026 году, будет находиться в диапазоне 1,5-2%, и если она закрепится
заканчивается у цели ЦБ, Банк Японии получает пространство для дальнейшего ужесточения. Это означает рост стоимости фондирования и постепенное схлопывание карри-трейдинга. В такие моменты инвесторы сокращают плечи, фиксируют прибыль и уходят из риска. Исторически именно в фазах завершения карри-трейдинга биткоин и другие рискованные активы часто теряют 10-20% за короткие периоды на общем фоне снижения риска. Поэтому политика Японии в 2026 году – это не сценарий краха крипторынка, но мощный триггер волатильности. В моменты ускорения ужесточения или резкого укрепления иены биткоин может оказаться под давлением, даже без негативных новостей внутри самой криптоиндустрии. Если в 2026 году Банк Японии продолжит повышать ставки быстрее ожиданий, американские акции, а также биткоин будут под угрозой. Это ключевой красный флаг, за которым рынку придется внимательно следить весь следующий год. Проблемы с денежно-кредитной политикой ФРС, а также Банком Японии вызывают новые красные катализаторы в виде ликвидности, которая сейчас столкнулась с сильным дефицитом. Конкретный пример. Ситуация, когда ФРС формально снижает ставку, но тем временем Минфин США агрессивно наращивает выпуск облигаций для покрытия дефицита. В итоге вся ликвидность, которая освобождается, высасывается рынком облигаций. Для крипты это выглядит так. Биткоин делает импульс на новостях, толпа заходит в лонги, а через несколько дней цена возвращается обратно, потому что реальных денег для продолжения движения просто нет. Такой рынок становится идеальной средой для манипуляций и выносов плеч. Несмотря на то, что ставки ФРС в 2023-2025 годах оставались на максимальных уровнях за последние 40 лет, крипторынок все равно показал рост. И это ключевой позитивный сигнал, который многие недооценивают. Рынок рос не в идеальных условиях, не на дешевых деньгах и не на агрессивном стимулировании, а вопреки жесткой денежной политике. Это говорит о том, что у крипты сформировался собственный источник спроса. Деньги приходили точечно, через биткоин, через долгосрочных инвесторов, которые рассматривали рынок не как спекуляцию на ставках, а как стратегический актив. Рост происходил на ожидание будущего смягчения, на фундаментальных событиях вроде халвинга и ETF и на вере в долгосрочную ценность цифровых активов. Самый важный момент в том, что рынок выдерживал период, который исторически был для него максимально неблагоприятным. Высокие ставки должны были полностью задушить рынок, но этого не произошло. Значит, когда денежно-кредитная политика реально начнет смягчаться, эффект может быть гораздо сильнее, чем многие ожидают. Именно поэтому текущая устойчивость рынка – это не слабость, а признаки зрелости и запаса прочности перед следующим этапом роста. Получается, каждый из этих факторов выступает катализатором для запуска движения на крипторынке. Но чтобы заранее просчитать потенциальное влияние и оптимальные цели не только в будущем, но и сейчас, приглашаю вас в нашу подписку Coin22 Pro, где мы активно торгуем. Последние дни наши сделки строились на движении манипуляторов, которые резко поднимали и опускали рынок. На этой волатильности мы заработали на обвале цены TAO в начале недели, на шортах по токену Link после пробоя $12, а также на развороте Injective, поскольку вовремя открыли лонги по $4.63. Кроме прибыльных сделок, вы также получаете помощь в сборке спотов портфеля индивидуально под ваш депозит, а если вы новичок, на старте вас будет ждать пошаговое обучение и поддержка 24/7 на всех этапах работы. А с моим партнером BitGet вы сможете получать крутые бонусы за вашу торговлю. Сейчас манипуляторы усложняют работу трейдеров, но если правильно читать стакан, диапазоны ликвидности и понимать, как формируется краткосрочный тренд, вы сможете оставаться в плюсе. Перед Новым годом мы продолжаем фиксировать прибыльные сделки, поэтому, чтобы закрыть 2025 год на положительной ноте, переходите по ссылке в описании и уже сегодня получите первую прибыльную сделку. Следующим потенциальным красным катализатором, который был на слуху почти весь этот год, это пузырь ИИ, а именно компания Nvidia. Потому что буквально одного негативного отчета по выручке будет достаточно, чтобы запустить масштабную панику на фондовом рынке, что, конечно же, отразится на крипте. Потенциальный ИИ-пузырь мы недавно разбирали вот в этом видео, поэтому давайте пробежимся по ключевым моментам. Пузырь в секторе искусственного интеллекта все чаще рассматривается как потенциальный черный лебедь для крипторынка в следующем году. Не напрямую, а через эффект глобального перераспределения капитала, а также ликвидности. За последние 2 года ИИ стал главным магнитом для денег. Капитализация компаний, связанных с ИИ, выросла кратно. Например, акции Nvidia за 23 и 25 год показывали рост на сотни процентов, а доля ИИ компаний в росте S&P 500 превышала 40-50% в отдельные периоды времени. По оценкам крупных инвестбанков, совокупные инвестиции в сектор ИИ, а также дата-центры и чипы уже превысили 400-500 миллиардов, а прогнозы до 2027 года доходят до 1 триллиона. Проблема в том, что в ИИ сейчас верят в будущую прибыль больше, чем она есть на самом деле. Многие компании стоят очевидно дорого. Их акции оцениваются так, будто они уже зарабатывают много денег, хотя у части из них прибыль минимальная, или ее вообще нет. Это создает риск сценария, при котором рынок начнет переоценивать будущие доходы, особенно если глобальная экономика замедлится или финансовые условия останутся жесткими. В таком случае коррекция в секторе ИИ на 20-30% будет выглядеть не экстремальной, а вполне рыночной. Для крипторынка здесь важен не сам ИИ, а последствия. В случае резкой коррекции в акциях ИИ возможен классический режим отключения риска. Инвесторы сокращают плечи, фиксируют прибыль и выводят ликвидность из всех высокорискованных активов. Исторически в такие фазы биткоин часто
часто демонстрировал корреляцию с техносектором, а в отдельных периодах падал на 15-30% даже без негативных новостей внутри крипторынка. Особенно уязвимым рынок остается, если коррекция в акции совпадает с высокими ставками и дорогими деньгами. Отдельный риск – концентрация капитала. Сейчас значительная часть глобальной ликвидности находится в узком наборе и активов. Если пузырь начнет сдуваться, это может временно высосать ликвидность из альтернативных рынков, включая крипту, так как фондам потребуется закрывать позиции и балансировать риски. При этом важно понимать, что речь идет именно о краткосрочном и среднесрочном эффекте, а не о глобальном ударе по биткоину. Пузырь И может выступить потенциальным черным лебедем для крипторынка в следующем году, но не как причина обвала, а как внешний макрошок, способный вызвать волатильность и временное давление на цены. При умеренной коррекции в секторе ИИ крипторынок наоборот может выиграть от последующего перераспределения капитала. Поэтому данный фактор стоит рассматривать не как однозначный негативный сценарий, а как важный риск, за которым необходимо следить в контексте ликвидности, ставок и общего аппетита к риску. Также давайте уделим внимание геополитике, которая оказывала влияние на крипту почти каждый год, особенно если брать в пример Ближний Восток. Геополитика остается одним из самых недооцененных потенциальных черных лебедей. Важно понимать, что крипта редко падает из-за самих конфликтов. Она очень чувствительна к последствиям: росту неопределенности, скачкам цен на энергоносители, укреплению доллара и переходу рынка в режим выключения риска. Именно эти вторичные эффекты несут ключевой риск. Ближний Восток остается зоной повышенного напряжения. Любое расширение конфликта в регионе может напрямую ударить по нефтяному рынку. При сценарии перебоев поставок нефти цены легко могут уходить выше $100 за баррель, что автоматически разгоняет глобальную инфляцию. Рост инфляции, в свою очередь, снижает вероятность смягчения политики ФРС, также удерживает ставки высокими и сжимает ликвидность. В таких условиях биткоин исторически чаще ведет себя как риск-актив и может испытывать давление, особенно в краткосрочной перспективе. Отдельный риск в геополитике – отношения между США и Венесуэлой. Венесуэла обладает крупнейшими доказанными запасами нефти в мире, и любое усиление санкций либо силовой сценарий давления может привести к сокращению предложения на рынке. Даже ожидание подобных действий способно спровоцировать рост цен на энергоносители на 10-20%, что вновь возвращает рынки к инфляционным страхам и ухудшению условий для рискованных активов, включая крипту. Еще более системный риск – противостояние Китая и Тайваня. Тайвань – ключевой узел глобальной цепочки поставок полупроводников. Любая эскалация в регионе способна вызвать шок на фондовом рынке, также перебой в технологиях и рост глобальной волатильности. В таких сценариях инвесторы, как правило, сокращают позиции в рискованных активах и увеличивают долю кэша и защитных инструментов. Для биткоина это может означать резкие, но не обязательно долгосрочные просадки в диапазоне 15-30% на фоне общего ухода от риска. Важно подчеркнуть, геополитика опасна своей неопределенностью. Рынки могут долго игнорировать напряженность, но в момент резкой эскалации реакция почти всегда быстрая и очень жесткая. При этом такие события редко ломают долгосрочный тренд. Чаще они становятся причиной краткосрочных импульсов, а также временной высокой волатильности. Геополитика в 2026 году – это потенциальный черный лебедь для крипторынка, но не как фактор системного краха, а как источник внезапных просадок. Их влияние на биткоин будет зависеть не от самих конфликтов, а от того, приведут ли они к росту инфляции, укреплению доллара или ужесточению финансовых условий. В нейтральном сценарии геополитика остается фоном повышенной волатильности, с которым рынку уже не раз приходилось справляться. Также давайте обратим внимание на приток капитала фондов. Это не обвал спроса со стороны институтов, а замедление его структуры и темпов. После запуска спотовых биткоин ETF институциональный интерес стал ключевым драйвером рынка. В 2024-2025 годах через ETF и корпоративные структуры в рынок зашли сотни миллиардов долларов. Активы под управлением биткоин ETF превысили 100-120 миллиардов долларов, а доля институциональных инвесторов в обороте биткоина приблизилась к уровню 25-30% против менее 10% несколько лет назад. Крупнейшие игроки, такие как BlackRock, Fidelity и другие управляющие, сделали биткоин частью портфелей для хеджирования и диверсификации. Однако здесь и появляется риск на следующий год. Если в 2024-2025 годах институциональный спрос был фазой активного входа, то в 2026 году рынок может столкнуться с замедлением чистых притоков. Не из-за потери интереса, а потому что значительная часть крупных игроков уже заняла позиции. В таком сценарии притоки могут снизиться, например, с десятка миллиардов долларов в год до более умеренных значений, условно 10-30 миллиардов долларов, что резко меняет динамику цен. Дополнительный фактор – поведение фонда в фазе макронеопределенности. В отличие от розницы, фонда действует циклично. При росте ставок, ухудшении ликвидности или сильной волатильности они могут не только сокращать притоки, но и фиксировать прибыль. Даже частичная ребалансировка портфелей на 5-10% от текущих позиций фондов способна создать давление на рынок, особенно если ликвидность в этот момент слабая. Исторически такие периоды сопровождались коррекциями на 15-25%, без фундаментальных негативных новостей. Важно то, что спрос от фондов становится более избирательным. В 2026 году он с высокой вероятностью будет концентрироваться вокруг биткоина и крупнокапитализированных монет, тогда как интерес к альткоинам может оставаться низким. Это создает риск. Биткоин удерживается спросом, а вот остальной рынок испытывает дефицит ликвидности, что усиливает волатильность и локальные просадки. И получается, что спрос фондов в 2026 году скорее будет расти, но медленнее, чем в прошлые годы, и станет менее агрессивным. Потенциальный черный лебедь – это не уход институтов, а пауза или замедление притоков, сочетание возможной фиксации прибыли на фоне жестких финансовых условий. Конечно же, это не означает,
означает конец бычьего рынка, а переход к более сложной фазе, где крипторынок будет зависеть не от объема новых денег, а от баланса ликвидности, макроусловий и ожиданий по ставкам. Тем временем сейчас на крипторынке заметна активная продажа со стороны розницы и постепенная потеря веры в рост. По данным ончейн аналитики, доля продаж от краткосрочных держателей выросла до уровня 60-65% от всех реализованных транзакций, тогда как долгосрочные инвесторы остаются гораздо спокойнее. Индексы настроения розницы за последние недели сменились из зоны нейтралитета в область страха. Объемы торгов со стороны мелких участников снизились на 20-30%, что говорит о явной усталости. Одновременно с этим приток на бирже со стороны розницы вырос, а средний размер сделки сократился. И это стандартный пример выхода мелких игроков. Подобные фазы часто сопровождались периодами консолидации или локальной коррекции. Но что самое главное, они не всегда означали завершение цикла. Текущая продажа розницы и ослабление веры в рынок отражают фазу неопределенности, а не слом тренда. В нейтральном сценарии такие периоды нередко становились этапом перераспределения позиций перед следующим импульсом, особенно если макрофон не ухудшается. В 2026 году крипторынок уже достаточно крупный, чтобы находиться под постоянным давлением со стороны регуляторов и макрофакторов, но при этом он все еще слишком чувствителен к дефициту ликвидности и любым внешним ударам. Именно поэтому негативные нарративы будут крутиться вокруг ограниченных денег, а также контроля со стороны государств, рисков стейблкоинов и общей нестабильности в мире. Важно понимать, все, что мы сегодня разобрали, это только негативная сторона. Это не прогноз краха, а список угроз, которые рынок будет закладывать в цену и которую нельзя игнорировать, если вы не желаете стать топливом для чужих движений. Во второй части, которая скоро выйдет на канале, мы подробно разберем, какие позитивные драйверы могут включиться в следующем году, где может появиться новая ликвидность, какую роль сыграют фонды и по каким сигналам в цене, а также потока капитала, будет понятно, что рынок снова готов к устойчивому росту. Поэтому, если вы желаете продолжения, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Также переходите в Telegram, там я выкладываю всю важную информацию и каждый день остаюсь на связи. Поэтому вам, друзья, желаю удачи, до скорых встреч.